Всем привет, мои дорогие! Сегодняшний выпуск будет для самых маленьких. И дядя Юра сегодня расскажет, как собрать радиоприемник. В журнале «Радио» была вот такая вот рубрика «Радио начинающий», где показывали какие-нибудь самоделки, которые несложные в изготовлении, 100% работающие, требующие минимальной настройки. К ним прилагалась обычно цветная иллюстрация, к ним прилагалась монтажная плата, пояснение его работы и довольно подробное описание, как это все работает. И вот я подумал, а почему бы на нашем канале не сделать рубрику для самых маленьких. Сегодня я попробую собрать вот такой приемничек. Заодно и проверим, что журнал «Радио» предлагал юным радиолюбителям в 1984 году. Его нужно сделать перестраиваемым, потому что, как в описании заявлено, он сделан фиксированно на радиостанцию «Маяк». Радиостанция «Маяк» на этой частоте данные уже давным-давно не вещает. Здесь в статейке вот написано о том, что настройка здесь фиксирована. Поэтому мы введем сюда переменный конденсатор и сможем принимать те станции, которые сейчас имеются на средних волнах. А на средних волнах радиостанции имеются. Приступим к изготовлению платки, подбору деталей и соберем этот приемничек. Для приемника нужно сразу же подготовить магнитную антенну. Это заводская правка с какого-то приемничка. Можно сделать из бумаги самому. Приемничек состоит из активных элементов, таких как полевой транзистор КП-303, биполярный транзистор НПН проводимости, также усилитель низкой частоты, который состоит из германиевых транзисторов НПН и ПНП проводимости, и одного кремниевого транзистора НПН проводимости. Применение полевого транзистора на входе делает входное сопротивление вот этого вот усилителя радиочастоты высоким, что позволяет его подключить прямо непосредственно в катушку колебательного контура антенны. Также здесь по низкому сопротивлению подключен транзистор биполярный, который нагружен на диодный детектор. Применена также быстродействующая обратная связь, избирательная по частоте. В статье полностью подробно описано для чего. Отсюда же, вот здесь, казалось бы, вот так вот неправильно включен регулятор громкости, на самом деле правильно, потому что с уменьшением громкости здесь компенсируется работа вот этой вот обратной связи. Здесь же стоит усилитель низкой частоты, входной транзистор и выходные. Применены германиевые, потому что питание приемничка 3 вольта. И так применили авторы, чтобы падение на транзисторах было минимальное. Также авторы предлагают нам собрать этот приемничек на вот такой монтажной платке. Можно прямо из схемы отсюда же из описания повторить. Правда, здесь конденсаторы того времени, они были большие, электролитические. И здесь такие оставили большие места под них. Но мы отдадим дань моде и попробуем найти оригинальные советские старые конденсаторы и здесь применить. Единственное, что я смотрю, что здесь дорожка нарисована, перехлест. Непонятно почему, поэтому, скорее всего, я этот резистор немножко дальше отодвину и дорожку проведу вот здесь, вот так. Почему-то она здесь вот перехлесте. Ну, я так понимаю, нам предлагают собрать приемничек посредством того, что фольга на одной стороне остается нетронутой, и выводы, которые припаиваются на землю, подключаются вот здесь в фольге, обозначены черными точками. А выводы, которые не подключены к массе, продеваются сквозь отверстие и с этой стороны соединяются проводниками. Такой монтаж и выполнен. Показан примерный внешний вид получившейся платы приемника, как стоят эти транзисторы, вывернутые вот так. Также стоят большие конденсаторы, установлены резисторы вертикально и вот так предлагают его собрать. Ну что ж, приступим к изготовлению печатной платки. Значит, начнем делать печатную плату. Каким же образом сделать плату, спросите вы? А я вам отвечу. Я буду делать полностью по технологии, как я делал в свои школьные годы. Когда я был радионачинающим, все делалось из подручных средств, из того, что имелось, того, что доставалось, где-то находилось. Так вот, как делалась плата? Берется вот такой кусок чего-нибудь, бумаги или полиэтилена, прикладывается, чтобы это было прозрачно. И теперь нужно обрисовать контуры платы. И вот таким вот образом обрисовываются контуры платы. Главное не сдвинуть с места, иначе все будет на смарку. Ничего не совпадет. И вот так обрисовываем. И теперь нужно отметить отверстия, которые будут сверлиться. Они здесь обозначены как с белыми внутренностями, с дырочками. И все места сверловки вот так обозначаем. Нужно следить, чтобы макет не сдвинулся. И как я говорил уже, вот этот резистор мы немножечко сдвинем вот сюда, чтобы можно было обвести дорожку. Или сделать можно даже и в оригинале, но тогда придется сделать перехлест. Я перехлест делать не хочу, поэтому я его немножечко сдвигаю вот сюда. Немного уйдем от авторской схемы. И теперь нужно проверить, чтобы все точки были отмечены, ничего лишнего. Значит, вот я забыл резистор. И нужно еще раз посмотреть. Так, это у нас сюда отвод. Все готово. Ага, и вот здесь вот одна у нас лишняя получилась. Вот это не нужна. И в конце концов получается вот такая монтажная штучка. Ну а дальше нужно разметить нашу платку. Она у нас шириной 30. Берем здесь и отмечаем 30 миллиметров. Вот так. И с этой стороны тоже отметим 30. Вот таким образом. И в длину платка должна быть 85. Также отмечаем 85.
по разметке по вот этой, нужно ее обрезать. Обрезается это вот такими вот обычными ножницами по металлу. Еще раз говорю, применяю технологии, которые применялись в школьное время. Что было под рукой, с того и делали. И вот таким образом отрезаем нужный нам размер. Вот и получилась наша платка. Можно наждачкой пройтись по краям, чтобы было покрасивее. Теперь нашу платку выпиленную, к ней прикладываем вот таким вот образом четенько вот этот трафаретик, который получился. И вот так края загибаем. И главное не сдвинуть, ровненько его приложить, сильно не тянуть, чтобы ничего не сдвинулось. И вот таким образом нужно платку обвернуть. Вот так обворачиваем, все центруем. И вот более-менее ровненько получилось. И теперь придерживаем платку. И все здесь нужно накернить. Берем керно и вот таким образом ставим в каждую дырочку. И каждую дырочку керним. Вот так вот отмечены будущие отверстия. Покернил. И теперь это все нужно просверлить. Платка посверлена. И теперь в местах, где были сверловки, чтобы выводы деталей не замыкали на общую фольгу, нужно рассверлить, скажем так, сделать зенковки. Берем сверло большего диаметра и каждое отверстие вот таким вот образом нужно раззенковать. То есть теперь ножка, когда будет попадать в дырочку, не будет касаться на общую фольгу. Итак, мальчишки и девчонки, мои юные друзья, платка готова. Вот так вот сделана сверловка, зенковка и с этой стороны вот так вот отверстие. Монтаж подразумевается со стороны фольги, а здесь будут соединения. И теперь нам нужно подобрать детали согласно принципиальной схемы. Я уже кое-что здесь подобрал. У нас есть магнитная антенна. Также я нашел у себя парочку транзисторов КП-303 полевиков. Я их на всякий случай возьму парочку, потому что они ненадежные, бывает вылетают и отстать. Вдруг один из них негодный. Будут установлены вместо КТ-342. Я поставлю КТ-3102. У них довольно высокое усиление и низкий шум. Станут вот сюда и вот сюда. Два диода с низким падением. Нужно как можно меньше падения. Там таки было написано в статье. И глядя на принципиальную схему, я подобрал активные элементы. КП-303, он здесь. КТ-3102, малошумящие транзисторы с очень высоким усилением. В оригинале здесь стоят КТ-342, взаимозаменяемые. 3102 был более современный, более высокое усиление и низкий шум. Он будет в первом каскаде. Также, судя из описания, следует, что нужно диоды подобрать как можно с меньшим падением. В оригинале стоит D311, но я поставлю D310. Они у меня есть, и у них тоже очень маленькое падение. Станет один здесь, и также один станет вот здесь. Переменный резистор для громкости. Вот у меня некоторое количество транзисторов серии МП. И по схеме нам нужно подобрать МП42, МП37. Тут есть где поковыряться. Есть транзистор вот такой МП42. Вот один уже нашелся. Вот так они выглядят. И сейчас я подберу все необходимые транзисторы. Также нашел транзисторы КТ-312. Вот такие вот они маленькие. Также автор книги в статье рекомендует, что можно указанные транзисторы, которые здесь КТ-342, заменить на КТ-312. Я их заменю. Поставлю их. Было бы, конечно, лучше на КТ-3102, но я хочу сохранить аутентичность старой конструкции. В то время 3102 еще не было, а эти транзисторы 81 года. Они вот такие маленькие. Вот такой он по сравнению с МП40. И вот нужно их все протестировать. Также я подготовил такие разноцветные трубочки. Я надену их на ножки, чтобы не путаться в коллектор, база, эмиттер в выводах, и чтобы они не замыкались между собой. Мне будет так удобно делать и монтаж, и я не буду путаться. Сейчас надо будет проверить все транзисторы на исправность. Вот такой вот тестер. Берем транзистор и вставляем его. Значит, коэффициент передачи тока 70. Видим, что это транзистор проводимости ПНП. На первом эмиттер, на втором база, на третьем коллектор. Так я и сделаю. Я поставлю на первый эмиттер. За эмиттер я условно возьму синий. Вот так надену. За базу я условно возьму белый. Надену его на базу. Красный условно сделаю это коллектором. И надену его на коллектор. И теперь, когда я буду запаивать транзисторы, я не перепутаю, где какие выводы. И также они не перехлестнутся и не замкнутся. И вот сейчас на остальных транзисторах я сделаю
точно такую же операцию. Все элементы теперь подобраны. И вот таким вот образом я выкладываю резисторы на схему, чтобы было понятно, что есть, чего нет. И все конденсаторы, все остальное у меня находится вот здесь. И теперь аккуратненько вот это надо отодвинуть и начнем монтаж нашей платки. Буду сюда вставлять детальки, начну с пассивных элементов, с резисторов. У резисторов длинные выводы, и их между выводами я буду делать, собственно, монтаж. И теперь, согласно схеме, вставляем все на свои места. Берем вот резистор R1 и вставляем его вот в свое место, где здесь обозначен. Он у нас ставится сзади. И его выводы я буду вот так загибать по ходу, но обрезать их пока что не буду. Все просто буду выводы загибать, как вот здесь указано, где проводники. Но обрезать пока ничего не буду. Из них же буду формировать дальше. И также по очереди R2. Вот у нас R2 33 килоома. И вставляем дальше. Так, R2 я пока не буду спешить ставить, потому что он одним выводом появится на корпус с этой стороны. То есть, когда уже пайку начну делать монтаж, потом я поставляю детали, которые появятся с этой стороны к общему. Поэтому пока я пропускаю его, беру R3. 5,1 килоом, вот он здесь установлен. И сюда же его устанавливаю. Ага, вот его место. И выводы можно загнуть. Так, здесь так интересно отмечено, что C5 вставляется в ту же самую отверстие, куда и резистор. Ага, надо будет этот момент запомнить. И все остальные таким же образом все засовываю. Вот так я повставлял детали, которые на массу не держатся. И теперь нужно поставить детали, которые держатся на массу, и поподпаивать их. Согласно схеме, там конденсаторы, резисторы. И сейчас я таким образом их зафиксирую сразу предварительно. Вот таким вот образом я повставлял детали. Здесь я уже запаял на общий провод, которые должны быть к нему припаяны. И с этой стороны сейчас из вот этих торчащих выводов формую то, что у нас на монтажной плате. Будет удобно зажать платку в эту вот третью руку и произвести монтаж. Сейчас все здесь соединю, как положено. Вернее, как это сказано на монтажной плате. Нужно это все лишнее обрезать и все соединить. Дело потихонечку продвигается. Вот так вот напаиваю. И вот так получается. Аккуратненько нужно все соединить, лишнее обрезать. Сейчас буду ставить вот эти транзисторы и набивать монтаж дальше. Согласно схеме, тому, как нарисована картинка, то транзисторы здесь стоят вот так вот загнутыми. Вот нужно примерно так вот их попробовать как-то и поставить. Буду ориентироваться на расположение вот здесь выводов. То есть здесь он база кверху, здесь к низу, а здесь не так немного перекручены. Сейчас вот таким образом я попробую эти транзисторы сюда установить и запаять. Как согласно инструкции, выводы ему нужно немножечко отформовать вот таким вот образом. И чтобы он сюда как-то залез. Он у нас стоит, ага, он одним концом припаивается, значит, на массу. Вот этим вот эмиттером. То мы его вот так вот гнем немного. И вот там вот его припаять. И уже практически все спаял, закончил. И остался последний буквально штрих. Нужно вот эту точку соединить с другой частью. И вот таким образом медным облуженным проводом сделать эту дорожку. И пропаиваем. Можно сказать, монтаж закончен. Теперь нужно припаять провода, припаять регулятор громкости. Почему вот так в раскорячку стоят транзисторы? Ну, вот так придумали разработчики. Я делал один к одному из того, как сделан монтаж в журнале. У них вы видели, они здесь тоже стоят вот так вот раком. Вот так получилась моя платка. Сейчас я подпаяю провода, припаяю регулятор, питание подам и сделаем антенку. Нужно еще сделать нам магнитную антенну. У нас потихонечку вырисовывается. У нас вырисовалась такая вот платка, как автор завещал, с вот таким вот монтажом. Здесь у нас регулятор регулирования громкости, динамик уже подпаянный, питание. А сюда нам нужно сделать магнитную антенну из конденсатора, вот такого ферритового стержня и оправки. Сейчас мы сюда намотаем контурную катушку на эту оправку, подключим это переменную
переменному конденсатору и попробуем принимать станции. Я нахожусь, правда, мое помещение ниже уровня земли, но может быть что-то даже поймаем здесь. И что, приступим. Мотать буду вот таким проводом, ну какой нашел. Можно любым, 0,25, 0,33, там какой будет. До 0,3, я думаю, любым проводом можно намотать. И сейчас попробуем намотать. Так вот, сейчас я придумаю, как это сделать. Так, какую она на сторону должна наматываться. Так, здесь вот канавка есть на этой оправке. И потихонечку. Сейчас мы катушку намотаем. Монтаж приемничка закончен. Вот так вот я здесь разместил. Вот таким образом будет подключена магнитная антенна, переменничек. Вот так получилась платка. Вот так в развалку, вот это вот, как я уже говорил, у автора так сделано. И так получился монтаж. Прямо выводами деталей. И вот так вот с этой стороны. В усилителе радиочастоты все-таки решил использовать КТ-312. Я побоялся, что 3102 все-таки будет там возбуждаться. Но 3102 оставил в первом каскаде усиление по низкой частоте. И вот с этой стороны платка выглядит вот так. Поэтому не бойтесь заниматься радио. Пайкой это все интересно, прикольно, ничего сложного. Не нужно иметь каких-то приспособлений. В журнале радио начинающим было много темок. Динамик все-таки желательно использовать с закрытой магнитной системой. Если вы будете в один корпус ставить с магнитной антенной, потому что его магнитное поле сразу же ферритовый стержень уведет, так скажем. Его магнитное поле будет намного сильнее, нежели магнитные поля радиостанций. А также желательно, чтобы любые металлические предметы были подальше от магнитной антенны. Ну что, приемничек у нас монтаж собран. Нужно придумать ему какой-нибудь корпус. Ну, соответственно, конечно же, в стиле, скажем так, нашего радионачинающего, радиолюбительского исполнения. Надо будет полазить по своим каким-нибудь закромам и что-нибудь подходящее найти. Для нашего приемничка я нашел вот такую вот пластиковую штучку. И на этом пластике, я думаю, все сделаем. Также динамик, чтобы звучал, ему нужен корпус. Вот такой колпачок от какого-то баллончика с краской вполне пойдет. Сюда здесь можно будет закрепить термоклеем. Все здесь разместить на этом кусочке. Я думаю, что антенна разместится. Прижималки для нее нашел. Тут же рядом переменный конденсатор станет. Здесь как-то вот платку разместить надо. Я думаю, что вместится. И сюда вот так динамик. Вот таким вот образом все сюда влезет. И вот такой переменный резистор. Правда, крышки у меня на него нет. И для него вот такая стоечка. Можно приступить к разметке и все вот это посверлить и закрепить. Теперь нужно запастись крепежом. Нагрелся клеевой пистолет. И можно сразу первым делом вклеить динамик, чтобы он остыл. И прикрутить его на свое место. Для улучшения акустических характеристик, а у нас все-таки высококачественный приемник, нужно сюда вовнутрь вместить немного поролона. Я думаю, что его сейчас обрежу. Вот так. И на донышко его здесь поставлю. А также, чтобы он не занимал полезное место, я его разрежу напополам. И на донышко вот сюда его помещу. Это улучшит характеристики, не будет так сильно бубонеть. И отраженная звуковая волна от стенки будет здесь поглощаться вот этим поролончиком. И теперь самое главное, устанавливаем на место платку. Вот здесь она будет жить, и нужно ее закрепить. Монтаж приемничка выполнен. И чего тут не хватает? Да, тут не хватает питания. Будет питаться он от никелевой батарейки, от телефона. Вот сюда я его приклею.
И будем проводить испытания. Ну и вот он. Последний штрих нашего приемничка. Подпаиваем провод питания. Ну что, включаем? Прямо вот так в режиме онлайн. Сейчас я микрофон положу возле динамичка. Интересно, что будет. Я отключу в программе шумоподавление. Сейчас я сделаю новый кадр. Вот, в программе отключена обработка звука, шумоподавление. И попробуем включить. Ага. Громкость надо увеличить. Точно. Я нахожусь ниже уровня земли, я уже говорил. Поэтому посмотрим, что он примет. О, слушайте, что-то есть. Резистор, правда, такой. Наверное, надо заменить. Да, его сейчас заменить. 52-es Helsinki olimpiai játékok rádiós közvetítése alatt határozta el, hogy később ezzel szeretne foglalkozni. Приемничек получил вот такой чудесный регулятор громкости. Такой будет у него настройка. Ну, как-то динамик, да? Небезопасно здесь он так торчит. Я все-таки считаю, что должна быть полная защищенность. Нужно вырезать вот такую сеточку и сюда установить защитную сетку. И тогда будет приемник чувствовать себя защищенным. Надо ее обвести и вырезать. Я просто вот таким вот образом приложу ее, обведу и обрежу лишние уголки. Прямо тут. Так. Не пишет. Где-то есть маркер белого цвета, если его найду. Как-то вот так вот. Я не знаю, круглую сделать или не круглую. Можно сделать прямо так, а можно вот таким вот образом. Отлично. Ну вот я расположил приемчик на окошке. И давайте его попробуем покрутить. Включаю. Якими засобами скористалися музиканти для того, щоб усучаснити записи або усучаснити той чи інший музичний зразок. Ursula von der Leyen Ну, качественно, громко как играет на всю комнату. YouTube, наверное, не против, если я вот тебе музыку покручу здесь. Он искусственно создать вот это. Це мистецтво. Конституции, нарушение всего и вся. Да, ну про Конституцию, думаю, нет. Вот. Нарушений не будет, тем более закон будет принят.
Главное, чтобы YouTube не забанил. Качество как с FM приемников прямо. А чтобы YouTube не предъявил. У перекладі читав Петро Рихло. Украинская какая-то станция. Много станций на Знають музику средних з тонах. першої ноти. Справжні хіти українського ретро. Вітаю усіх слухачів та слухачок. Мене звати Катрі. Класс. Я очень доволен. Очень мощный такой звук. Много станций. Людей, знакомых и незнакомых. Вот им должно стать жить легче. Вот. Ну а что делать с теми, кто Так, навіть більше, ніж я. У неї навіть техніка, ну, у мене техніка більш проста. Очень громко орет на всю комнату. I won't die, won't bury, won't sink. Прям очень громко. 'Cause love is the spirit I drink. I'll be free in the morning light. 'Cause your Чтоб YouTube не забанил. Очень громкий прием. Степ-бай-степ. Поэтому давайте, вот российский рубль. Все же хотят единую валюту, хотя мы когда с Ельциным подписывали соглашение, мы имели в виду, что это не белорусский, не российский будет рубль, а некая валюта другая, третья там валюта. Но поскольку у нас рубль, у вас рубль, зачем нам выдумывать и называть ее талер какой-то или еще что-то? Да, это будет рубль. Второй вопрос, эмиссионный центр. И что произнесет? Давайте сделаем как в Евросоюзе. Он должен быть независим, он не должен быть... Представить, что у интеграции наших стран есть какие-то пределы, что-то невозможное и то, чего не будет. Whisky de bar, tăcerea pahar, tonul mă face reactor nuclear. Înăuntru vulcan, afară ocean, lava din mine. Очень громко. Он прям очень громко кричит. Аж на всю комнату. И очень качественно. Классно. Никаких искажений. Похоже, как будто FM-станция. В некоторых районах города идет слабый снег, атмосферное давление низкое, 734 миллиметра ртутного столба. Москва 97,6, Санкт-Петербург 89,3.
Приемчик работает. Вот так вот получилось. Очень качественно, громко. Очень качественно. Я бы даже не сказал, что это средний волны, как будто на FM прием идет. Вот такая вот конструкция. Ну вот приемничек собран, испытан. Отлично работает. Я вам хочу сказать, не бойтесь. Делайте, испытывайте своими руками. Пускай оно работает, не работает. Это все опыт. Это интересно и увлекательно. Я думаю, что я продолжу эту рубрику для начинающих. И мы повторим еще не одну конструкцию с того же журнала «Радио». Те конструкции, на которых мы сами выросли. Те, кому около 40. Вспомните, как увлекательно это все было. И нужно также поддерживать в этом молодежь. Мне самому, будучи еще пацаном, на рынке просто так отдавали запчасти, детали какие-то. Потому что видели, что я интересуюсь, хотели помочь и приобщить меня. На приемнике потратил 4 часа времени. И получился вот такой вот классненький, он меня радует. Но что с ним дальше делать, я не знаю. Каких-то ценных запчастей здесь нет. Может быть, сделать конкурс и разыграть его среди вас, подписчиков, зрителей. Может быть, среди нас есть какие-то молодые ребята. Им будет интересно его получить. Я отправлю любой транспортной компании. Надо будет придумать и как-то его разыграть. Вот такая вот конструкция сегодня получилась. Я очень рад, я получил действительно удовольствие от того, что я его сделал, он работает. И также вы повторяйте своими руками. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. И скорее всего, что я что-то придумаю, нас уже 10 тысяч. Всем пока-пока.